Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Друзья, нас уже 330 человек. Представляете? 1/3 тысячи, которую мне надо набрать. И я вам всем очень и очень благодарна. Хочу сегодня поделиться с вами секретом и техникой приготовления идеальной карамели для тартатена, знаменитого французского пирога. И первое условие – посуда должна быть из нержавеющей стали, хорошо прогретая. Из общего необходимого количества сахара насыпаем 1/5 часть. Эта техника заключается в том, чтобы не использовать никаких других приспособлений, только посуда и сахар, а в конце мы будем использовать масло. Посуду на плите можно держать не больше минуты, обязательно приподнимать и встряхивать. И сахар мы добавляем только по чуть-чуть, но не раньше, чем растворилась предыдущая партия. Не бойтесь, сахар не сгорит, просто надо постоянно поднимать и встряхивать. Если вы когда-нибудь готовили карамель и применяли лопатки, венчики, то вы заметили, что карамель сразу остывает на металле или на дереве и прилипает, и тянутся такие нити. При такой технике этого не происходит, и стенки посуды тоже чистые. За счет постоянного нарушения температурного режима, то есть когда мы снимаем и ставим опять на огонь, сахар не горит. В то время как если оставить его на плите и только помешивать, он сразу же начнет гореть. Прежде чем снимать с огня, убедитесь в том, что сахар полностью растворился. В этот момент убираем с огня и сразу погружаем масло и перемешиваем венчиком. Вот в этом случае мы не боимся, что у нас появятся длинные нити. Сливочная карамель готовится со сливками, но там есть опасность обжечься. Поэтому надо быть очень осторожным, дать, может быть, даже немножко растворившемуся сахару остыть. Чтобы карамель получилась красивой и однородной, надо тщательно перемешивать, желательно не останавливаясь и собирая по стенкам весь сахар. Вы уже увидите, когда масло впитается по консистенции самой карамели, когда можно остановиться. Эту карамель я буду использовать для знаменитого пирога тартатен, поэтому я выливаю ее в форму и сверху заливаю хорошим оливковым маслом, буквально 30 грамм, и оставляю остывать в форме. Как вы думаете, смогу ли я набрать 1000 подписчиков? Может быть, вы мне поможете? Пока-пока, друзья!